Ну що ж, ідемо ми, порозмовляємо з нашим другом. Раніше він така, що він наш друг. Зараз побачимо. Хакон, Ты карабкаешься даже лучше одной моей чокнутой знакомой. Черт, та еще была штучка. Даже хотела залезть на самое высокое здание в городе, на телебашню. ты про одну из своих жен? Почти. Слишком вспыльчивая, даже для меня. Что насчет прохода в центр? Смотри, с этой крыши отлично видна база миротворцев. І Миротворцы правят городом. Они наверняка так думают. Вот для чего им нужна униформа и звание. Вместо погон у них тату, они просто одержимы иерархией. Но городом они не правят. По крайней мере, не всем. Кто правит другой частью? Полковник. Ренегаты. Здесь ты их не встретишь. Пока что. Значит, ты привел меня сюда посмотреть на миротворцев? Миротворцы, твой билет в центр. Я говорил, что попасть туда можно только через метро. Я пойду первым и отвлеку их от платформы. А ты тогда войдешь на техническую станцию. Там есть шлюз. Через него мы и отправимся в Централ Луп. То есть мы не можем попросить их нас пропустить? Без шансов. Любого нового человека они тут же подозревают в убийстве их командира. Меня не знают. Я торгую с ними. Приношу лампы от девочек или товары из темных зон. Там могут быть зараженные. Думаю, ты справишься с ними, Пилигрим. Дай знать, когда будешь на главной станции. А теперь тебе лучше поспать. Выходи ночью, когда в туннелях меньше зараженных. Та я лиш днем прийшов до тебе, а ти вже давай лягай спати. Ну добре. Хакон, там тварь, которую я никогда раньше не видел. Как выглядит? Не очень большая и очень быстрая. Похоже, бегун. На них можно найти немало интересного. Чтобы его поймать, нужно быть отличным охотником. Сейчас самое время, Эйден. Иди в туннели. Так, і куди нам йти в тунель? Ага. Стоп, далеко тут ліс. Та їх ще тут так багато. Так. Та проще просто. О, електроніка. І ще електроніка.
Аспарафін. Трохи не завжди. Так, стоп. Ну майже ні в мене тут нема. Ти що, факел? Та жди, блін. Так. О, так анестезию не включаем. Видишь? Ну ладно. Я в туннеле. Хорошо. Берегись зараженных. Их может быть и пара десятков. Я уже на их базе. Брошу сигнальный патрон через вентиляцию, и ты увидишь, как добраться до главной станции. Так, а в эту сторону. Ну в цю сторону ты. Угу.
Так, тут щось цікаве. М. Сказав, що щось цікаве. М. Лекарство. Так, а мені це не треба лекарство. Угу. Якось замканено. Напише ще злом. М. Нема питання. А, стоп. Свастикаса дуже много було. На мене нарисував. А треба було сюди йти. А, йолки. І мене не бачив. Ну що ти можеш що, електрику це все зарядити? М. Так, а нам сюда. Так, тихенько. Так. Це стойка щаду. Ти, будь ласка. Так. Як ти мене міг видіти?
він мене, ніхуя діти. Що, в мене більше нема? Як в мене більше нема? О? Та в мене більше нема. Блядь. Ой. От тепер все. Ще хтось щось є? Ага. Класно. Ну, так собі не дуже крутий набір. Що ви не чули, то що? Так, приманку. Так, подожди. Щоб приманку треба взяти сюди, а то й вибрати. Хакон, я у сигнального патрона. Осмотрись. Туннель главной станции должен быть хорошо освещен. Я уже заманил часовых наверх. Поболтаю с ними, пока ты пробираешься. О, черт! О,
Перший босс. Как он? У меня неприятности. Как он? О, блядь. Пойдем. Де мої аптечки? Хто ти такий? Хакон мені нічим не поміг. Ще ці ельфи. Ну, це ви. Если вы откупорите проход в центр, они могли бы... Жопу свою откопарь, ясно тебе? Да не в жизни. Пока не найдем убийцу Лукаса, придется обойтись тем, что есть на базаре. Так. Ах, зараз я попаду в станцію. Та йолки-пал. А що, я не можу зайти? Ну. Та проще просто. Как он? Я внутри. 5 пачек. Ты подумай, а я скоро вернусь. Я на платформе. Открой шлюз. Я почти там. Куда йти? Сюда йти, ага. Че? Скажи, що це проще просто. Черт! Эй, что ты здесь делаешь? Ага. Є. Це мене покромсало. Откуда он? Шароебился тут по туннелям, бродяга с базара. Скорее лазутчик ренегатов. Не похож он на ренегата. Он очнулся. Ты кто такой? Что ты делал у нас на базе? Мне просто нужно в центр города. Центр? Туннель закрыт, пока вы не выдадите убийц Лукаса. Мрази базарные.
Как получилось, что никто из вас ничего не видел и не слышал, а ты забыл о запрете на проход? Может, в наказание следует отрубить тебе руки? Это улучшит твою память, а? Где ты был 4 дня назад? Я пилигрим. 4 дня назад я был в сотнях километров отсюда. Хватит, Андерсон. Нам нужна правда, а насильно ее не получишь. Но командир Лукас всегда Лукас говорил... мертв. И командир теперь я. Ты читала донесение о том, что на базаре появился пилигрим? Похоже, он не врет. Можешь идти, сержант. А я сам с ним поговорю. Роман желанием послать. Откуда ты пришел? От реки Кроссдейл. Это же за 1500 километров отсюда. Вообще-то больше 2000. Мосты на автострадах обрушены, прямой дороги нет. И тебе удалось так далеко забраться. Впечатляет. Я крутой. И как там сейчас, снаружи? Когда ты в последний раз был за городом? Около 15 лет назад. Сейчас там гораздо меньше выживших и гораздо больше зараженных. Логично. Большинство терпят жизнь в этой адской дыре, потому что снаружи куда хуже. Мы с женой жили в Англии. У меня там 2 сестры и 2 брата. Я не слышал о них уже 10 лет. Где они жили? В Лондоне и рядом. Насколько я знаю, Лондона больше нет. На всем острове осталось не более 4 поселений. Твою мать. Почему вы решили, что я убил командира? Ты пытался сбежать в Централ Луп через 4 дня после убийства. Кроме того, на месте Карла я бы тоже нанял чужака убить Лукаса. Это самый простой путь. Ну, я даже не знаю, кто такой Карл. Скоро узнаешь. Карл вертит здесь всем, как хочет. Он ублюдок и святоша. Настраивает против нас весь базар. Несмотря на то, что мы их защищаем. Как там за стенами? Никогда не знаешь, откуда ждать опасности. Постоянно новые земли и новые угрозы. И ты ищешь здесь убежище? Я пришел, потому что кое-кого ищу. И говорят, в Велидоре многим удалось выжить. Кое-кого ищешь? Возможно, я мог бы тебе помочь, но не бесплатно. Я привык торговаться. Что нужно? Сразу к делу. Славно. Туннель будет закрыт, пока я не найду убийцу нашего командира. Убийцу Лукаса. Его тело нашли на базаре. Изуродованное. Жители базара не идут нам навстречу. Они горды и упрямы. И не собираются никого нам выдавать. Но командование не хочет ждать. У меня приказ сверху, Пилигрим. Если жители Старого Велидора не подчинятся, наши люди придут туда и сожгут базар дотла. Я бы этого не хотел. Что ты от меня хочешь? У Лукаса было оружие, редкие кастеты, которые он называл лазарем. Они приведут к убийце. Если узнаешь что-нибудь о Лазаре, расскажи мне, и я непременно тебя отблагодарю. Они стоят кучу денег, и мы не нашли их рядом с телом. Я думаю, что кто-то с базара мог их присвоить. А зачем мне на тебя работать? Вы напали на меня и обвинили в убийстве без всяких доказательств. Мы ошиблись. Ты явно не убийца. А почему вам самим не расследовать убийство? Я почти никого не знаю. Именно поэтому ты и можешь помочь. С нами никто не станет разговаривать. Для них мы оккупанты. Подумаешь, боремся с преступностью и с зараженными. Их только волнует, что мы едим их еду и пьем их воду. Но ты пилигрим. Здесь многим нужна помощь. А ты чужак. Ты сможешь втереться к ним в доверие.
Они пытались меня убить. Послушай, мы твой единственный шанс. Ну, если, конечно, ты хочешь попасть в центр. Так как? Ты поможешь мне? Значит, если я найду это оружие, ты пропустишь меня в центр? Не все так просто. Велидор сильно пострадал. Сначала он был отрезан от остального мира из-за вируса. Затем его спасли его стены. Но его жители научились не доверять всем подряд. Я не открою проход до тех пор, пока не поймаю убийцу. Но если тебе удастся найти Лазаря, я об этом не забуду. Ты будешь первым, кого мы пропустим после суда. Похоже, у меня нет выбора. Я попробую. Осмотрись там, расспроси людей и не возвращайся с пустыми руками. Удачи. Бай-бай. Так, і що куди мені тепер піти? Задача обновлена. Та тут. А, то що? Генератор. І ну тут уже заслужили. Мы следим за тобой, ничтожество. Хакон, ты меня слышишь? Эйден, дружище, рад, что ты жив. Ага. Но меня поймали и допросили. Хорошо, могли и убить. Встретимся снаружи. Тот Пилигрим, да? То, что говорит про тебя командование, это правда? Ты из внешнего мира? Ладно, давай. Проблемное завдание. Десь є. Иногда мне любопытно, было ли легче... Вы должны помочь, до всех этих или событий? начнется восстание. Помогите с расследованием, а мы поможем с бандитами. Я уже сказал. Если- Никто из жителей куда ты базара не наверх там имеет отношения к залезешь? смерти Лукаса. Тогда почему вы не разрешаете обыскать дома, раз никто не... А, точно. Ладно. А ну, що за подарок? Рюкзак. Оце сюди. Це не дуже тут багато і подарків. Эй, Эйден, сюда! Розказуй. Ну, что они от тебя хотели? Ага. Если бы ты был на месте, как обещал, Эй, я попытался, но не знал, что в туннелях есть кто-то еще. Смерть Лукаса — тяжелый удар для них. Они любили его как отца. Айтеру не хватает харизмы Лукаса. Ему будет непросто. Айтер сказал, что мог бы пропустить меня в центр, если я помогу. Что? Чем ты можешь ему помочь? Он хочет, чтобы я нашел оружие Лукаса, Лазаря. Его не нашли на месте преступления. Он считает, что это поможет найти убийцу. Лазарь, говоришь? Необычные кастеты, да? Я знаю парня, который торгует краденым и прочим в таком духе. Барыга? Иногда. А так, обычный мошенник. И туповатый к тому же. Он уже задолжал половине города. Если кто-то в Велидории глуп настолько, чтобы купить их, это он. Как его зовут? Хуберт Кербацис, также известен как Рукожопый Хуби. Каждый день он открывает магазин в ветряке неподалеку. Продает миротворцам выпивку и травку. Хочешь найти Лазаря? Поговори с Хуби. А я поищу другие зацепки. Ладно, будем на связи. Іди шукай.
Ну що? Єдиний виход будемо наступного разу вже передали. Так. Чи що? Ну що, йдемо тоді далі пошукати. Якісь зацепки. Экономно распределять. Стоило начать еще недели назад. Ну. Так, щоб деактивувати цей. Так, чекай раз. Так. Эть. Та ёлы-пал. Ці вітряки. Так. 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 Угу. Типа щось тут крутиться. Так, активувати. Ну, а тепер ти можеш з тобою побояти. Ага, яка тут база. Миротвор.
Так. А що я тільки мені в зоні відкрили? А що це таке? А це якісь, може, це сі. Срок годності. Добре. Хуберт? Нет, не я. Я тоже жду Хуби. В очередь. Ясно. Когда он будет? Через час. Или через 2. Пойди пойми этого рукожопа. Говорят, у него лучший самогон. Так что подождать стоит. Похоже, больше ничего не остается. Привет. Ты Хуберт? А ты кто? Покупатель. Хочу кое-что купить. Эй, это ж тебя хотели повесить, да? Да. Эй, Хуби, у тебя особый клиент. Тот самый пилигрим с базара. Стой! Я просто покупатель! Значит, это был Хуби, да? Ага. У него срочная встреча с другим покупателем. Ну да, ну да. Никто не убегает. Хакон! Он убегает! Узнаю Хуби. Подожди-ка. Вижу его. Бежит на северо-восток. Быстрее, Эйден. Почти догнал его. Как он? Его здесь нет. Это невозможно. Я видел его. Этот хорек спрятался. Посмотри вокруг. Стой, вижу его. Полез наверх. Видишь это здание ВГМ? Он лезет на крышу. Черт, снова потерял его. Он должен быть на той крыше. Найди его. Хуберт! Я просто хочу поговорить! Де ти дівся? А, це він. Отстань! Не бей меня! Я ничего не знаю! О чем? Я еще ни о чем не спрашивал. Я ничего ни о чем не знаю, клянусь! Говорят, ты скупаешь краденое. М? Скупаю? Никогда. Перепродаю? Ну да, но... Я ищу Лазаря. Оружие Лукаса, бывшего командира миротворцев. Только не говори мне, что не знаешь, кто такой Лукас. Ну, тогда не буду. Знаешь что-нибудь о Лазаре? Ты шутишь? Даже если бы мне предложили эту пару кастетов, я бы не взял. Я не дурак. Это оружие уж слишком горячее.
Да. Почему ты от меня убегал? Потому что каждые 5 минут кто-нибудь меня ловит. Ладно, возможно, иногда у людей есть причина на меня злиться, но я все исправлю. Скоро. В конечном итоге, возможно. Откуда ты знаешь, что Лазарь — это парные кастеты? Я об этом не говорил. Да ладно. Кто не знал об этой маленькой слабости Лукаса? Он всегда выставлял их на показ. Если бы кто-то подумал, что они у меня, он мог бы также подумать, что я убил Лукаса. А это чушь. Но кто-то пытался продать их, верно? Я же сказал тебе, я... Ладно, хорошо. Может, и пытался, но я не могу сказать, кто. Конфиденциальность клиента. Хватит придуриваться. Говори или... Ее зовут Майя. Я встретил ее в многоквартирном доме на Мидпекин-сквер, недалеко от старой мясной лавки. Но больше я ничего не знаю. Отстань от меня. Там рядом еще вроде какие-то армейские казармы. Я найду. Хакон, Хуберт сказал, что ему пытались продать Лазаря. Ты знаешь Майю? Нет. Странно. Я думал, что знаю всех местных женщин. Я пойду на Мидпекин-сквер. Мидпекин-сквер. То еще место. Там казармы, построенные в 23-м году, когда все пошло по пизде. Она должна жить в одном из домов неподалеку. Хорошо. Будь на связи. Так, і це куди мені? Це мені треба 240 метрів. І... метрів. Так, 41 метр. Надо что-то. Что за звуки? Ага. Ага. Настоящий сральник. О. Так, і що нам, здоров'я збільшити чи витривати? Давай раз. Да-да. Так. Эй, дети, вы не знаете женщину по имени Майя?
Чего смешного? Майя не женщина. Она обычная девчонка. Так это ты пыталась продать Хуберту оружие миротворца? Да, но этот козел не захотел брать. Разорался и погнался за мной. Как тебе попало оружие миротворца? Это наша общая находка. Мы тут зависали, ну и наткнулись на трупак. Тут такое часто. Мертвее не бывает. Мы обыскали его, и я взяла себе эти штуковины, потому что подумала, что за них могут неплохо заплатить. Майя, мне нужно это оружие. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину? Ты спятил? Эта хреновина называется Лазарь, и она принадлежала очень важному миротворцу. Если ее не вернуть, начнется война. Помоги нам найти убийцу. Ладно, отдам я тебе эту дурацкую штуку. Но за 5 сотен. Шо? Это большие деньги, детка. Еще бы. Жизнь чертовски дорогая. Надо Мне нужно срочно. купить воды и маркер для моего брата. Ему скоро 12. Могу дать 10, и это последнее предложение. Идет. Все равно их никто не хотел покупать. По 10 тысяч. И Айтору. Блин, точно ты светился. Я взрослая. И уже очень давно. Хакон, Лазарь у меня. Отлично, отнеси Айтору. Классный подарок на день рождения. Хотя и понятия не имею, когда этот козел родился. Буду ждать у Ладно. станции метро. Так, 28 метров. Так, что мы сегодня давай? И куда нам дали? Угу. Стойка з бази. Так, добре, 351 метр в цю сторону. Михайло пристузил. Вот. Я пилигрим. Так они никуда. Тут сюда база. Забыл. Да, это шаг. Капрал Вилчик уже обратил на тебя внимание. А это не к добру. У меня нет слов. Ты всегда Пилигрим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками.
Я нашел Лазаря. Да что от меня. Я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мидпекин-сквер. Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет 10. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Татуировка на руке похожа на созвездие. Я такой. Это знаки различия. Когда у нас закончились материалы, татуировки заменили нам погоны. Они показывают нашу иерархию. Как в тюрьме? Тюрьма или армия все равно. Везде есть иерархия. Я выполнил работу. Теперь твоя очередь. Пропусти меня в центр. Не я решаю, когда будет открыт туннель в Централ Лук, Пилигрим. Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Айтер, ты обещал! Успокойся, Пилигрим. Я держу свое слово. Во-первых, возьми это в знак моей благодарности. Айтер, мне нужно в центр. Ясно? Ты кого-то ищешь, верно? Я тоже хочу попасть в Централ Луп. Там моя жена и дети. И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь. Туннель будет открыт, когда я найду убийцу. Это понятно? Ты можешь помочь мне, а можешь подождать, пока я найду его сам. Я вижу кровь на лезвиях Лазаря. Перед смертью Лукасу удалось ранить убийцу. У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. Ладно. Есть подозреваемые? Командир был убит на базаре. Наверняка кто-то из них. Жители базара простые люди. Зачем им бросать вам вызов? А вот почему я хочу узнать правду до того, как будет отдан приказ о применении силы. К тому же, внешность бывает обманчива. Они хотят от нас избавиться. Они думают, что анархия – ключ к созданию нового мира. Что ж, сейчас кругом одна анархия. Карл – лицемер и мошенник, промывающий людям мозги своими хитрыми речами. Он говорит, что все равны, но это чушь. Нельзя быть лидером и равным одновременно. Ну да. Я постараюсь найти убийцу. Прекрасно. Это твой билет в центр. Возвращайся на базар. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Никому ни слова. Звучит серьезно. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей. Вырезал татуировку с его мертвой руки. Кто-то надругался над трупом? Это серьезный залет. Именно так. Если парни узнают, что сделали с Лукасом, их не удержать. И начнется бойня. Я рассказал тебе, потому что если ты найдешь этот трофей, ты найдешь и убийцу Лукаса. Понял. Прямо сейчас и займусь. Найти убийцу Лукаса, це так і далі йде. Эйден, ты еще жив? Беспокоишься за меня, да? Конечно. У меня большие надежды на тебя, Эйден. Жду тебя снаружи. Жители базара с нами больше разговаривают. Чего ждать? Да-да, только сил. Айтер хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса. Только тогда он пропустит меня в центр. Делаешь для него грязную работу. Неудивительно. Он велел мне начать с базара. Я так и думал. Миротворцы и базар ненавидят друг друга. Базара нема. Только двое на базаре что-то решают. Один из них надутый проповедник Карл. Это я знаю. А еще кто? Софи, его правая рука. Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре. Еще есть Лавкач. Он все знает о том, кто, когда, с кем. И Джо со своими бандитами. Но они боятся миротворцев. Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи?
Видишь ли, она не в моем вкусе. И упрямая. Да, боже, сам увидишь. Так, що тепер Софію треба побивати? Раз він такий величезний, що капець. Так, давайте. Так, он куди дальше? То якийсь це свій. Давай попробуем. Давай попробуємо його включити. Може получится з першого разу. Так. Угу. Блін. Щось я не там попав. Так. Угу. Тут туда. Ясно. Так. О, народ попав. Чим більше зробиш, тим легше. Ага. Надо поселиться у ветряка, раз он снова работает. Что за нахрен? Мне нравится, мне как ты Хто? Це ти про кого сказав? Таку каку. Блин. Я знаю, кем хочу стать. Я хочу стать билетистом высшего класса. Хед поб'юся, доки прийду кудись. Оперу я не люблю, а вот на хорошую драму А що, зайти не можеш? Не понял. Ні. Эй, кто ты, мать твою? Полегче, он не миротворец. Откуда знаешь? Они все время здесь крутятся.
Он чужак, пилигрим. Что? Он пришел из-за стен? Ни хера себе. Не знаю, что привело тебя, но будь аккуратнее. И остерегайся миротворцев. У них нет друзей. В этот раз с биомаркером. Карл велел отвезти тебя к нему познакомиться, если ты появишься. Прекрасно. Раньше он хотел меня повесить. И запомните, человечество построило цивилизацию, оказавшуюся колоссом на глиняных ногах. Мы не должны повторить эту ошибку. Он не хотел, он был вынужден. Ты был угрозой для всех. Конечно. И куда мне теперь? Не слушайте глупцов, призывающих к реконструкции. Никакого восстановления не будет. О, ты ассасин. Костюм Альтаир. Кто бы мог подумать? Пилигрим на базаре. Добро пожаловать. Да, я еще жив, несмотря на твои усилия. Вижу, ты затаил обиду. Но будь ты на моем месте, ты бы меня понял. Мы несем ответственность за безопасность всего базара. И мы относимся к этому серьезно. Вот почему мы так поступили. Надеюсь, ты нас простишь. Итак, будь добр, расскажи, как сейчас обстоят дела во внешнем мире. Плохо. И становится хуже. Поселений все меньше, и они не растут. Я боюсь, что скоро уже будет некуда идти. Это не удивляет меня, сын мой. Человечество должно достичь дна, чтобы снова подняться. Вот для этого мы здесь. Есть еще новости? Угу. Вообще-то нет. Расскажешь мне побольше о своих людях? Нас называют народом базара. Просто потому, что мы здесь живем. Но на самом деле мы свободные люди. Свободны от лжи, от денег, от религии, от войн, от политики и от темных облаков, закрывших землю. Звучит хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. О, у нас тоже есть проблемы. Например, нехватка воды. Но проявив мужество и терпение, мы когда-нибудь создадим рай. Ты, кажется, почти рад краху цивилизации. Это было настолько трагично, насколько неизбежно. Культ потребления и вера во всемогущий доллар привели к катастрофе. Вот почему мы стараемся не повторять одну и ту же ошибку. Это было бы преступлением. Мы хотим создать новый порядок, основанный на социальных связях, на семье и коллективе. Справедливый порядок, где люди поддерживают друг друга. Где полиция или армия не стреляют в тех, кого они призваны защищать. Где хватит места для всех. Но давай вернемся к твоим рассказам. Слухи — это все, что тебе от меня нужно? Нет. Но ты пришел извне, и теперь ты среди моей паствы. Поэтому мне нужно знать, ты волк или овца? Так кто ты? Мне не нравится эта метафора. Ах да, ясно. Пилигримов не интересуют метафоры и поэзия. Они предпочитают действовать. Кстати, о действиях. Я ищу Софи. Неужели? И зачем же? Это мое дело. Нет, если ты на моей земле, Пилигрим. Что ж, я уступлю тебе. Твое дело, каким бы оно ни было, не опасно для нас. В конце концов, ты один, а нас много. Иди туда, пока не увидишь настоящего великана. Это Герман, телохранитель Софи. Она будет рядом. И надеюсь, твое дело не разозлит Германа. Удачи, мой друг. Угу. Говорят, в этот раз турнир будет совсем экстремальным. Так, квест. Дуже так.
София, нужно поговорить. Да кто ты Не такой? трогай его, Герман. Пусть говорит. Сзади. Эйден, тот пилигрим, что недавно пришел в город. Ты хорошо информирована. У меня нет выбора. Я здесь отвечаю за безопасность. Кроме того, ты вчера довольно эффектно появился. Я ищу работу. Есть что на примете? Говорят, ты можешь быть полезен, но я хочу сама убедиться. Как насчет небольшого поручения для начала? Что ты предлагаешь? Подойди к нашим мастерам, к Альберто или к Винченцо. Они оба знают, где находятся самые чистые кристаллы. Они нужны мне для одной сделки. Эти кристаллы, что в них особенного? Они образовались во время химических бомбардировок, своего рода побочный продукт. Люди верят, что если носить их с собой, инфекция распространяется медленнее. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но попробовать стоит. Так поэтому они для вас так важны? По этой и многим другим причинам. Их трудно достать, сложно разбить и еще сложнее отдать. Они ведь такие красивые, верно? Но самое главное – это реальные, осязаемые вещи. Намного более реальные, чем старые деньги. Вот почему они такие чертовски дорогие. Альберто и Винченцо? Расскажи о них. Отец и сын. Альберто, отец, часто запинается. До эпидемии у него была своя мастерская и куча денег. Его сын, Винченцо, немного застенчивый. Оба отличные мастера и умны. Могут сделать часы из старой жвачки и струны. Ты сказала, что отвечаешь за безопасность на базаре. Что это значит? Это значит, что я проломлю череп любому, кто будет угрожать нашему сообществу свободных людей. О, а из слов Карла я понял, что вы скорее пацифисты. Мы пытаемся отказаться от старых путей и открыть новую эру для человечества. Это истинная революция. А для любой революции нужны две вещи. Идеология и вооруженные силы для ее насаждения. Ладно, я поговорю с одним из ваших мастеров. Они должны быть на базаре. Если справишься, тогда придумаем тебе работу и посерьезнее. Так, це вже завдання затягнув. Мабуть, продовжимо його наступного разу.